Всех приветствую на канале Творческий сундучок. С вами Татьяна. Поздравляю всех с наступающим Новым годом. Желаю всем здоровья, счастья и мирного неба. Как сшить такой блок, вы можете посмотреть в предыдущем видео. Размер этого блока 35 на 35. За счет окантовки я увеличу размер. Ширина окантовки 5 сантиметров. Вот с двух сторон пришила и добавляю окантовку с оставшихся сторон. Срезаю лишнее. Очень нравится этот блок. И здесь, наряду с новыми тканями, я использовала ткань от детского платья. Ткань очень тянущаяся. Вот она просто играет под руками. Не обошлось без незначительных погрешностей, но они как бы так и не бросаются в глаза. Я взяла для стежки ткань, на нее положила тонкий синтепон. Это 150, я его расслоила на две части. Такого слоя будет достаточно. На нее положу наш блок. Получился такой бутерброд, и я его буду стягать. Стежку буду делать в раскол шва. Здесь никакого навыка не нужно. Я просто отстрочу по контуру каждый фрагмент, а также прострочу вдоль окантовки и по периметру детали. Вот сколола, теперь можно и под машинку. Я деталь простегала, и мне захотелось примерить красную кайму. А также я решила узнать ваше мнение, какое цветовое решение будет лучше. Победителей не оказалось, мнения разделились 50 на 50. Наверное, кто-то будет в шоке, что для праздничного изделия, а это все-таки новогодняя вещь, я возьму ненужные ношеные брюки. Ткани подходящей у меня не нашлось. Распоротые брюки я постирала и отутюжила. Бежать в магазин, но ведь там тоже может не оказаться подходящей ткани. А я люблю перерабатывать ненужные вещи. Думаю, среди зрителей тоже есть мои единомышленники. А эти брюки и по цвету, и по плотности очень хорошо сюда подходят. Брюки были широкие. Теперь это уже не брюки. И я буду использовать ширину полотна, не обрезая, вот как есть. Переднее полотно, оно поуже. Заднее полотно пошире. Отлично, вот с такой накладочкой они сюда подойдут. Я выкроила два полотна по ширине, равные нашей заготовке. На более узкой детали я сделала подгибку шириной в 1 сантиметр. На более широкой детали подгибка 2,5 сантиметра. Она будет верхней. То есть вот сейчас я на нашу заготовку я кладу более широкую деталь, а сверху также лицом вниз более узкую деталь. И вот при ширине тех полотен, что у меня были, у меня получился вот такой хороший заход. Вот просвечивает, его видно, размером около 16 сантиметров. Просто отличный заход. И сейчас я отстрочу по периметру. Тем самым я соединю все детали. Припуск на шов я сделаю около 1 сантиметра. Вот, перед тем, как сесть за машинку, я все детали скалю,
чтобы ничего не сдвигалось. Ну вот, девочки, пришила бейку, припуски обработала. Внутренние швы мне очень нравится обрабатывать органзой. Получается аккуратно, не толсто. Ну, собственно, все готово. Осталось вывернуть нашу наволочку. Поправляем уголки. Швы по периметру немножко отутюжу. Ну вот, наволочка готова. Я внутрь вложила подушку, но она немножко маловата. Надо будет на пару сантиметров сделать ее побольше. Я еще не сказала размер наволочки. 42 на 42. В комментариях мнения разделились 50 на 50, и я не удержалась и сшила наволочку с красной каймой. Теперь наволочки будут дополнять друг друга. Между наволочками есть различия. В этой наволочке детали низа и верхнюю деталь соединила с лицевой стороны, а припуски обработала бейкой. Получилось хорошо. Изначально вот эту вот бейку, которую я пустила в окантовку, она была узковата, но я все равно решила ее использовать, и за счет того, что я применила такого же цвета бейку, ширина не пострадала. Вот так она теперь выглядит. Мне захотелось показать вам, куда можно еще использовать такой блок. И я сшила новогоднюю салфетку. Как и в наволочках, я здесь использовала в качестве наполнителя тонкий слой синтепона и простегала. Сначала я прошлась по контуру каждого фрагмента в раскол шва, затем, отступив от шва 1 см, проложила еще строчки во всех элементах, и в ромбиках, и в треугольниках, и в квадратиках. Красную кайму я завершила светлой контрастной окантовкой. Нижняя сторона из красной ткани, чтобы перекликалась с лицевой стороной. Здесь хорошо виден рисунок стежки. Мне сейчас подумалось, что она будет хорошо смотреться и на стене в качестве панно. Может быть, и вам так кажется? Размер салфетки 45 на 45. Она вся в камеру сразу не умещается. И вот я вам показала 3 таких изделия. Мне кажется, что это будет хороший новогодний подарок. Подушечку я еще здесь не меняла внутреннюю. Но я это сделаю, конечно. Если вам понравилось видео, если это будет вам полезно, ставьте лайки, пишите комментарии, делитесь с друзьями в соцсетях. Если вы еще не подписаны на канал, подписывайтесь. Я с вами прощаюсь ненадолго. До скорой встречи.